Как сделать так, чтобы мужчина дарил вам подарки? Дарил их столько, сколько вы хотите. Чтобы он что-то давал, для вас делал, приносил цветы, дарил кольца, сумочки, возил в путешествия. Как? Узнаете в этом видео. Прежде чем продолжим, у меня к вам маленькая просьба. Пожалуйста, нажмите на колокольчик и подпишитесь на канал. Давайте вместе с вами поможем большому количеству людей увидеть это видео. Оно действительно полезно. Ваше такое простое действие может помочь видео попасть в избранное YouTube. Для начала важно понять, почему вообще мужчина может хотеть делать что-то для вас финансовое. Любые отношения – это энергообмен между двумя людьми. Когда люди входят в отношения, между ними начинает циркулировать энергия. Кто-то дает, кто-то берет, кто-то дает взамен. Здесь есть свой очень важный закон, есть еще другие законы, но один очень важный. Это баланс – брать и давать. Когда два человека и дают друг другу, и берут примерно одинаково, то отношения гармоничные, хорошие, и все довольны. Когда дают больше, берут меньше или наоборот, всегда есть какие-то конфликты, либо скрытые внутри, либо обиды, претензии, либо открытые. Люди начинают ругаться, иногда сами не понимая, почему им хочется цепляться до мелочей. Соответственно, чтобы мужчина хотел давать вам что-то, покупать, потому что деньги – это тоже энергия, вам нужно давать ему достаточно, соразмерно тому, что вы хотите получить взамен. Если вы хотите, чтобы мужчина действительно вас задаривал, понаблюдайте, а что делаете вы для него? Вы достаточно много его хвалите, вы кормите его так, как он хочет, вы уделяете ему внимание. Он знает, что он для вас важнее, чем ваши подруги. Потому что если вдруг ваши подруги важнее для вас, вы больше бежите с ними встретиться, чем хотите с ним провести время, как он любит, это будет означать, что вы энергии больше потратите на подруг, чем на него. Понаблюдайте, как у вас распределяется ваше внимание к нему и к тому еще, что находится в вашей жизни. Следующий важный момент. Бывает так, что вы даете много, а он не возвращает вам. Либо возвращает вам не тем способом, как вы хотите. То есть вы для него все. И сырники тебе на завтрак, и приезжай, когда хочешь, и вот тебе внимание, и вот тебе рубашка, не знаю, в подарок. Все, что хочешь. Давай фильм посмотрим, какой ты хочешь. А он все равно не делает так, как вы хотите. Понаблюдайте, возможно, он вам возвращает, но не тем способом, как нужно вам. Чем может мужчина возвращать? Деньгами, подарками, как мы хотим в этом видео, либо вниманием. Он может быть такой душечка, такой добренький, такой уси-пуси, дверь всегда откроет, сумочки принесет, заедет, побеспокоится, организует вам, чтобы вас кто-то довез, то есть очень супер заботливым. Забота – это тоже энергия. Может быть, он возвращает вам сексом. Он такой вообще вот всегда готовый, страстный, вот супер какой-то сексуальный любовник. Вы, может быть, просто не хотите тот способ, который он вам предлагает, а ему нужна женщина, которая хочет именно этот способ получения энергии. Вы, может быть, не очень совместимы. Бывает так, что мужчина готов давать много взамен вам, но не тем способом, как вы хотите, а вы хотите, чтобы он давал материально. Если это так, это просто нужно принять. Мы не изменим человека. Если из мужчины постоянно вытягивать деньги, когда он сам не хочет, то есть говорить ему, напоминать, говорить, он будет все время скрипя сердцем это давать, поверьте, это отношения недолгие, либо долгие, но очень несчастливые, потому что это недовольство не изменится со временем. И еще один маленький важный момент. Бывает, что сказывается воспитание мужчины или какая-то травма. У мужчин бывают травмы, связанные с финансами. Например, если мужчина жил в семье, где у его мамы и папы были какие-то специфические отношения, завязанные на деньгах, например, папа держал маму на очень коротком финансовом поводке, и это считалось нормой семьи. Возможно, мужчина склонен это повторять. Возможно, он жил в семье, где оба родителя считали, что финансовая роскошь – это плохо. Даже если ты имеешь какую-то сумму денег на что-то хорошее, потратить нельзя, нужно отложить, может быть, в копилочку. То есть ребенок может повторять паттерн за родителями, и финансовый особенно. Понаблюдайте. Какие у него родители? Проспрашивайте, как у него было в семье. Может быть, это даст вам важные подсказки. Как сделать так, чтобы мужчина дарил подарки? Встретить мужчину, который готов давать вам энергию в таком виде. И чтобы он делал это регулярно, так как вы хотите, в том количестве, как вы хотите, взамен давать ему столько, сколько будет примерно равным. Как понять, что равное? Интуитивно. Просто задайте себе вопрос. Вы внутри сможете почувствовать,
баланс или дисбаланс. Давайте ему тем способом, которым хочет он. Понаблюдайте, что ему важно. Может быть, он хочет, чтобы вы его кормили постоянно какими-то блюдами, которые он любит. Или он хочет, чтобы вы ходили с ним в кино на фильмы, которые он хочет. Что хочет от вас ваш мужчина? Давайте ему это. Если у вас остались вопросы после этого видео, можете написать их в комментарии. Регулярно захожу, читаю, с удовольствием отвечаю на ваши вопросы. Ставьте лайк, если вам понравилось и было полезно. Приходите на канал. До встречи. Пока-пока.